Вот ты где. Ребят, самой ранней весной появляются первые грибы. В данном случае это слизень волосатый. Очень вредный, опасный гриб. Его добывать крайне сложно. Значит, во-первых, берем бритву, начинаем его брить, чтобы это падло ничего не заметило. Он расслабляется. И потом вот так резким движением он обратно хочет. Берем, начинаем бороться. Он сразу выделяет вот эту слизь. Это защитная реакция. Ее вот все больше и больше. Но мы не останавливаемся. Берем нож, сразу его режем, отрубаем ему все нервные окончания. Вот. Самая вкусная часть, которую можно есть прям так. Есть один момент. Обязательно, ребята, обязательно сверху майонезика. И вот так вот. Удовольствие. Шикарно. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и сегодня у нас на обзоре редкость. Никогда такого пайка еще не было на наших роликах, потому что мне его прислал Роман, вы его знаете, конечно, по посылкам из Израиля, но сейчас он мне решил послать паек, внимание, из Новой Зеландии. Вы представляете, этот пакет преодолел 16,5 тысяч километров, чтобы оказаться здесь и быть мной уничтоженным. Новая Зеландия – это один из самых прекрасных регионов на нашей планете для проживания, в смысле климата и природы. Здесь не жарко и не холодно, прекрасная живописная природа, чистейший воздух, вода, леса, реки, горы, холмы, пляжи, Тихий океан и нет опасных для человека тварей, как, например, в Австралии. Не зря здесь снимали «Властелина колец», «Хоббита», «Аватара» и другие знаменитые фильмы. Страна киви, овец и кроликов. Причем с последними они борются, примерно как мы с саранчой. Кроликов. Жалко. Площадь Новой Зеландии почти 270 тысяч квадратных километров. Это немного меньше нашей Томской области. И проживают на этой площади примерно 5 миллионов 160 тысяч человек. Средняя зарплата около 50 тысяч новозеландских долларов в год после уплаты всех налогов. Это примерно 3 миллиона рублей в год или 250 тысяч в месяц. Ценники тоже прикрепляю. Все взято с открытых источников. И уже по традиции давайте начнем с упаковки. Выглядит она не очень презентабельно, обычный прозрачный пакетик с клапаном, но зато вся полезная информация находится здесь. И уж не знаю почему, но переводчик мне перевел, что это еда для деревенщин, то бишь для меня. Пакетик, кстати, по весу как пушинка, вот меньше килограмма, несмотря на то, что он сочный, это навевает мысль о том, что здесь все-таки сублиматы. И это хорошо, потому что современность и легкость преобладает в нынешнее время, особенно вот, допустим, в космической отрасли нашей, там очень много сублиматов. Кто не видел этот ролик, посмотрите, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто поддержал лайкосом, просмотрами. Вышел ролик в тренды. Мы прям бодались с этими шорцами бесконечными. Обратите на это внимание. Спасибо, ребят. Я прям держу за вас кулаки. Вы красавчики, лучшие. Давайте вскрывать, смотреть, что внутри. Так. Опа-на, пошло. О, я уже вижу ложку. Огромная, толстая, красивая. Даже ломать жалко. Но она, кстати, надежная, поэтому я не буду ее ломать. Все-таки 16,5 тысяч километров ехала. Так, давайте разбираться, что у нас тут по пакетам. Ну, я уже обожаю Новую Зеландию за их простоту и понятность, а главное человечность. Обратите внимание, ничего лишнего. Ложка, 3 основных блюда и один такой, знаете, запакованный добавочный паек, но зато на 1600 килокалорий, даже больше, чем у американцев. Я его сейчас специально трогать не буду, мы посмотрим вот эти блюда, а потом уже вернемся сюда. В принципе, набор отличный, тем более, если ты находишься в дикой природе. А чтобы в этой дикой природе ненароком не застрять, нужно вовремя проходить ТО. Если уже заболела голова в преддверии обзванивания салонов, то я вас познакомлю с ЭРП от Автоспота, индивидуальным рациональным подбором предложений.
В очередной раз пришло время пройти ТО на нашем автомобиле, и первым делом я проверил актуальные цены, чтобы вообще понимать, сколько это сейчас стоит. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. И я был очень удивлен, что разница в цене может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы, а это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередной ТО, то всегда смотрите цены и скидки на Автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами, выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки были всегда под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот. Ну а мы возвращаемся к еде. Так, мы продолжаем. Давайте разберемся вообще, что это за сублиматы. Ну, во-первых, курица по-тайски. Во-вторых, это спагетти болоньезе, мое любимое блюдо, с него и начнем. И третье блюдо — говядина с пастой и перцем. Погнали готовить. Итак, подобные сублиматы у нас на обзоре впервые, и после вскрытия сразу заметно качество. Только посмотрите на эти макароши. Неломкая, качественная структура и огромное количество сублимированного соуса с томатами и мясом. Заливаем все кипятком и ждем 10 минут. Я чё говорю-то? Я не понимаю, как можно это приготовить в сублимированном виде, чтобы потом в итоге оно выглядело так реалистично, в плане, как будто это только что приготовлено. Здесь огромные кусманы помидоров, здесь огромные куски мяса, отличный традиционный итальянский соус болоньезе, который сам по себе-то является фактически отдельным блюдом, его просто так можно и есть. А если его соединить вместе с пастой, с макаронами, обратите внимание на лапшу, какая она большая. Я сюда влил 500 миллилитров воды, и оно все впитало. Вы представляете, какая огромная порция? Отлично, давайте попробуем. Почему я этого не ел раньше? Обычно перца много кладут, и оно острит. Здесь очень аккуратное отношение к специям. Соли минимум, перца минимум. Весь вкус исключительно в томатной пасте и мясном бульончике. Очень приятная структура. Вкусовые данные заоблачные. Помидоры просто супер. Десятка, естественно. Переходим к следующему блюду. Так, а на столе меня уже поджидает второе блюдо. Это сублимированная курица карри по-тайски, которая содержит в себе и рис, и, естественно, курочку. Огромное количество. Вот эти квадратики, скорее всего, и есть курочка. И, судя по всему, фасоль. И острый перец. Вот он, зеленого цвета здесь. Погнали. Пахнет бомбически. Йоу. Что такое, не нравится? Погоди. Дыхание свело, погоди. Не, еще терпимо, нормально. Вот отдельненькую желтенькую структуру попробуй, вот это очень интересно. Это курица или нет? Ну-ка. Волокон мяса не чувствую. Оно жуется примерно как хлеб, только такой прорезинный. Напоминает то, что мы наблюдаем в классическом дошираке, где вот эти катышки типа мяса. Но оно не является мясом. Вот здесь то же самое. Другими словами, меня обманули. Очень, зараза, острый. Вон, видите, зеленый, это перец прям тайский, вот этот вот маленький. Есть привкус такой приятненький дымка. Я в любом блюде найду что-то полезное, поэтому... Ух ты, тут лучок, по-моему. Побереги себя. Скорую вызываем. Подожди. Когда ешь, ты этого вообще не чувствуешь. Оно, в принципе, даже вкусное, насыщенный, приятный оттенок. Но вот стоит остановиться буквально на 5 секунд. Все. Прямо вот давление повышается и в глазах темнеет. Это возрастное, Витя. Это никак не успокоится. Такая приятная луковая сладость репчатого лука.
Ну, потом труха. Все. А ну-ка, С этого-то не разжиреешь. у меня растяжки пойдут на пупке. Еще чуть-чуть. Финишная прямая. 100. 9. Хорошо. Я правда. Только вот подбородок трясется. Ну а мы двигаемся дальше. Третье блюдо, ребят, нападаем. Уже все готово, выглядит просто потрясно. Обратите внимание на количество мяса, на количество и качество макарон. Это все было, я повторюсь, сублимировано. Здесь есть и горошек, и морковка, и все это так сладенько выглядит. Но абсолютно отсутствует какой-либо запах. Вот такое ощущение, как будто затхлые макароны. Вот ты вытаскиваешь из коробки, там такой специфический запах. Вот, это оно. Погнали. Сладенько. Опять же не соленая. Но это не беда. Как манная каша. Настолько спокойный вкус, что даже противно. Вы наверняка обратили внимание, что изначально это мясо было покрыто чем-то белым. Знаете, что это такое? Скорее всего, крахмал. Потому что выделилась какая-то противная жирная слизь. Противная жирная слизь, говоришь? Молчать. Просто молчать. Такая примерно 1,88 м. Бессмертный варан. Завидуй молча. Вот чисто в поход куда-то, с кем-то, я бы это не взял. Серьезно, не очень нравится. Чуть не туда пошло, мне бывает. 5 из 10. Ну, наконец-то пришло время. Так, смотрим, что внутри. Что-то, а где? Тут не понял. Тут написано 1600 килокалорий. Где они? В общем, примерно я понял, что здесь находится. Знаете что? Это набор для чаепития. Да, вот они обожают. Кофе попить, еще что-то. Спрашивается, где напитки? Вот здесь, вот в этом малюсеньком пакетике для мелочевки. Значит, здесь у нас с колибри горячий шоколад. Это какой-то чай, блядь, много мелочи какой-то, не умею читать по-английски. Есть несколько чаев, соль. Ах ты, вот ты где. Сука. Еще есть 4 пакетика сухого молока. 2 кофе, 4 пакетика с сахарным песком, вот такие красивые. Ты не дрожи, старичок, что ты, дедуль. И опять соль. И ложка вот такая. Ах вы. И, в принципе, все. Сейчас будем разбираться, что к чему. Кашеварить. А что еще делать? Еды больше нет. Погнали. Во-первых, я в шоке от того, что вот это все находилось в этом пакетике и больше ничего нет. То есть это банально пакет со сладостями, хотя написано «снэкс». Снэкс для меня это мясные снеки, в смысле. И я еще должен верить, что здесь 1600 килокалорий. Причем самые бесполезные, сплошные углеводы. Во-первых, почему так далеко? А что мне еще делать? 16 тысяч с половиной километров они ехали. Давайте начнем с самого, на мой взгляд, полезного. Это вот такое разнообразие. Я такое в пайках вижу впервые. Здесь есть и бананы, и изюм, и какие-то шоколадные пятна, кокосовая стружка и вот такие зеленые семена, я так понял, тыквы, которые самые полезные. В принципе, можно есть прям ложкой. Запах, кстати, не очень хороший. Из-за того, что в пакете было много влаги, оно как бы немного спрело. Вот так. Но это мешает получать удовольствие, потому что все сладкое. Да. Очень много изюма. Возникает вкусовой дисбаланс. Сюда надо вот еще орехов, либо банана, тогда было бы хорошо. Надо больше. Уже там не двойной подбородок. А уже тройной? Непривычно. Но за необычную ставлю 8. Ни в коем случае не останавливаем себя, только раззадорили. Следом идут вот такие печенюхи. Их всего 2 штуки. Ну зачем? Туда бы влезло еще 4. Овсяночка с корицей. Это сказка, я это обожаю. Это моя слабость. Вместе с чайком, естественно. Обратите внимание на чаек. Как он классно расплавил мой стакан. Но по цвету вроде как хороший, прозрачный. Погнали. Хороший, качественный черный чай. Ничего плохого про него сказать не могу, потому что я в них ничего не понимаю. За чай 10.
за печенюхи 7. Вот они, мои красавчики, конфитули-ребятули. Из 2 упаковок сразу на одну тарелку все это выложили. Обратите внимание на цвет. Это же весело. Ну, правда, прикольно, когда все разноцветное, все по-разному. Вот единственное, что вот эта вот черная конфета меня прям очень радует и одновременно смущает. Почему она тут одна? Почему она не такая прозрачная, как все остальные? У нее прям такой насыщенный цвет. Она... Это камень. Ты чё? Бля. Я чуть не съел камень, Сережа. Вечер перестает быть темным, томным. Короче, погнали. Расщепляются прям во рту, не успеваю глотать. Даже жевать не успеваю, они просто вот так. Очень сладкий, химический, насыщенный вкус мармелада в глазури. Он как жвачка, короче. Да. Ой-ой-ой-ой. Немного не съешь, конечно, этого. Очень сладко. Хорошо. Я чуть слукавил, 10. С кофе, кстати, можно запить, который выглядит следующим образом. Классический трио. Очень интересный дизайн у всего, причем, особенно у сахара. Очень понравился. Дегустируем. Ой-ё. Фу, как будто уголь выпил. Очень терпкий, склизкий, горький, кислый вкус кофе. Как будто это не арабика, а робуста. По баллам тройбаш, не больше. Следующая вкусняшка – это классические конфетки M&M's, на которых не написано на самом деле, что это M&M's. Тоже разноцветные, но я впервые вижу в жизни белого цвета M&M's. Давайте вот просто смело вот так хренак. Все вместе. Какой приятный шоколад. Обалдеть. Это, естественно, надо есть с горячим шоколадом, либо какао. Офигенная по дизайну упаковка. Я говорю, как художник. Насыщенный цвет, приятный запах. Что еще для счастья надо? Еще шоколада, правильно? Обалденно. Никакого песочка нет. Просто горячий, чистый шоколад. Не горчащий, с приятным молочным оттенком. Боже мой, 10. Жалко, вот еще одну надо. Ну и остался у меня на столе один единственный бокал самого красивого, но химического напитка. Это, ребята, изотоник со вкусом апельсина. Не обманите, тут нету апельсина, тут одна химоза. Стой! Да. Ты не размешал. Почему я не размешал? Размешал. Да не размешал. Размешал. Я размешал! Ты меня чего бесишь-то опять? На, смотри, вот оно слежалось. Ну а сейчас традиционный вердикт. Паёк, насколько я понял, походный, для тех, кто любит комфорт и следит за весом рюкзака. Нет ничего лишнего. И поскольку в Новой Зеландии огромное количество рек и озер, то воду можно с собой даже не брать. Насчет качества сублиматов сами все видели. Нет ощущения бич-пакетов и прочего дешевого фастфуда. Все качественно, гармонично и с большими порциями. Все блюда можно приготовить прямо в пакетах, и посуда не понадобится. Поэтому, несмотря на сравнительно скудный набор, скажу, что большего-то и не надо. В реальных условиях чем проще, тем лучше. Достал, приготовил и съел. Не надо копаться в пакете в поисках нужной мелочевки. Тем более они всю мелочь запаковали вообще в отдельный пакет, чтобы ничего не отвлекало на привале от трапезы. А все вкусняшки можно и на ночь в палатке погрызть. Короче, зачет. Спасибо Роману за очередной подгон. Также есть небольшое объявление. Ребята, Рома админит один сервер в игре Rust и приглашает всех желающих к себе. Поэтому оставлю айпишник и название в описании. Подключайтесь, поддержите человека, который уже несколько лет дарит на канал контент. Спасибо.
Вот, как-то так. И еще огромное спасибо, что поддерживаете видосы лайком, комментарием, не забывайте делиться роликами с друзьями и подписывайтесь на канал. Это очень важно и для нас с оператором, и для алгоритмов YouTube, чтобы видео набирали больше просмотров. Также спасибо всем галеткам, подписанным на Boosty. Видосы там выходят чуть раньше, и они без рекламы. На этом пока что все. Всем удачки, всем пока!